Приветствуем вас! Дорогие наши подписчики и гости канала, сегодня поговорим о производство Ford F-150 сократилось из-за нехватки полупроводниковых чипов. Не только Ford страдает от нехватки микросхем, которая наносит ущерб автомобильной промышленности. Ford вынужден временно сократить производство на двух заводах в Соединенных Штатах, которые делают прибыльный полноразмерный пикап Ford F-150 2021 года из-за глобальной нехватки полупроводниковых чипов. Мы будем следить за тем, сможет ли General Motors, которая сохраняет свои заводы по производству грузовиков и полноразмерных внедорожников, сокращая производство в других местах, чтобы справиться с дефицитом, который начал сказываться на отрасли, в конце прошлого года, лидирует по продажам грузовиков, даже временно. Ford F-Series был самым продаваемым грузовиком в США на протяжении последних 44 лет. GM смогла претендовать на превосходство, объединив продажи Chevrolet Silverado и GMC Sierra, но только Chevy не смогла взять корону. Также на охоте есть Ram 1500. Если не считать права хвастовства, пикап F-150 – это хлеб с маслом Ford. Покупателей много и они лояльные. Ford продолжает совершенствовать прибыльный грузовик Ford F-150 2021 года, 14-е поколение, чтобы он оставался свежим. Единственное, что действительно может повредить продажам F-Series, это то, что Ford по какой-то причине не сможет произвести достаточно грузовиков для удовлетворения спроса. Это случилось в марте. Пандемия вынудила автопроизводителей на короткое время прекратить производство автомобилей и впоследствии сказалась на прибылях Ford в Северной Америке. Теперь глобальная нехватка полупроводниковых чипов влияет на Ford и другие, что вынуждает автопроизводителя сократить производство на заводе грузовых автомобилей Dearborn в Мичигане с 3 смен до 1 на неделю, начиная с 8 февраля. Сборочный завод Канзас-Сити в Миссури будет сокращен. Перейти на 2 смены, на холостом ходу 3. Оба завода вернутся к 3-сменному режиму с 15 февраля. Ранее Ford закрыл завод в Луисвилле, штат Кентукки, на котором производится Ford Escape и Lincoln Corsair, на неделю и предприятие в Германии на месяц. Другие страдают от нехватки полупроводниковых чипов. На следующей неделе GM сократит производство на 4 заводах в Фэрфаксе, штат Канзас, где производится Cadillac XT4 и Chevrolet Malibu. Завод Ками в Онтарио, который производит Chevrolet Equinox. Завод Сан-Луис-Потоси в Мексике, который производит автомобили Equinox, Chevrolet Trax и GMC Terrain. И завод в Южной Корее, который будет работать на половину мощности. Volkswagen одним из первых забил тревогу о нехватке полупроводниковых чипов в декабре 2020 года, предупредив, что готовится к перебоям в производстве. Затем компания несколько сократила производство в Северной Америке, Европе и Китае, Audi также уволила персонал. Nissan также отреагировал рано, сократив производство некоторых Note в Японии в январе из-за нехватки микросхем. Stellantis, ранее FCA, простаивает заводы в Канаде, Dodge Charger и Challenger, Chrysler 300, и Мексике, Jeep Compass, и 8 февраля снимет свой завод по производству минивенов в Онтарио на 3 недели. Daimler тоже был вынужден ответить. Honda сократила производство в Японии, Honda Fit, и Великобритании, Honda Civic. Тем временем Toyota сократила производство полноразмерных грузовиков Tundra в Сан-Антонио, штат Техас. У автомобилей ненасытный аппетит к фишкам. Потребность отрасли в полупроводниках продолжает расти, поскольку в автомобилях появляются все более сложные технологии. Электромобили только увеличивают этот спрос. Автопроизводители должны конкурировать с промышленностью бытовой электроники за чипы, которые входят в состав смартфонов, игровых консолей, компьютеров и телевизоров, которые пользуются большим спросом у людей, не выходящих из дома из-за глобальной пандемии. Ожидается, что отрасль будет бороться с нехваткой полупроводниковых чипов как минимум в первой половине 2021 года. По мнению аналитиков AlixPartners, дефицит может обойтись отрасли примерно в $60 миллиардов. Отчитываясь на этой неделе о доходах, за 4-й квартал 2020 года, Ford говорит, что нехватка микросхем может привести к потере до 20% производства в этом квартале. Для сравнения, автопроизводители во всем мире увидели падение продаж на 10-20% в 2020 году из-за пандемии. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.